Ребзя, хочу поделиться своим мнением. Я уже озвучивал его в Фейсбуке примерно неделю назад. И вот, в общем, такой момент сейчас с этой атакой на Белгород, что я думаю, ну, мнение пора озвучить и в Ютубе. В общем, я из тех людей, которые считают, что Владимир Путин может применить ядерное оружие. Ну, это вот просто мое субъективное мнение. То есть, может, я ошибаюсь, ну, все может быть вообще, а может, не ошибаюсь. Ну, и я думаю, что атака на Белгород была проведена не украинскими силами, она была проведена именно российскими силами. Вот. И это все тот же рязанский сахар, всем известный. И понимаете, какая штука? Дело в том, что Песков не так давно заявил, совершенно открыто заявил, без каких-либо стеснений, что, то есть, это, понимаете, двоякая такая была ситуация. То есть его спросили о том, может ли Россия применить ядерное оружие, и он сказал, нет, не может, только если на Россию будет нападать, только тогда может. И вот сейчас получается, что на Россию нападают. И теперь возникает тот самый казус Белли. И этот казус Белли был ну, сделан и перед широкомасштабным нападением. Вот эти вот взрывы каких-то сараев, выдаваемых за пост ФСБ. Ну, я не знаю, если ФСБ в таких местах, если пограничники ФСБ имеют такие блокпосты на границе, то мне их очень... Ну, нет, я бы не сказал, мне их не жаль, но это позор. Ну, потому что это реально какой-то выкрашенный сарай из фанеры, ну, был взорван, и, ну, это просто неприлично, но тем не менее, так сказать, казус белли. И, ну, еще было пару каких-то подобных типа атак, типа провокаций, там, минометных обстрелов, якобы из Авдеевки. До Авдеевки 5 километров, миномет летит 3 километра, ну, мина. Вот. Но, тем не менее, каким-то образом эти мины оттуда долетели. Ну, по словам российской стороны, и типа это тоже как бы должно было послужить вот якобы украинцы тут нападают. И сейчас вот опять происходит сначала взрыв боеприпасов в Белгороде, потом взрыв нефтебазы, атака с вертолетов. И у меня это все вызывает огромные сомнения, лично у меня. Опять же, я повторюсь, я живой человек, ну, каждый человек по-своему ограничен, возможно, я ошибаюсь, но, но на самом деле вот именно подобные вещи, они дают возможность потом говорить о как бы правомочном, законном применении ядерного оружия. Тактического, я думаю, ну, естественно, это не будут стратегические межконтинентальные вот эти вот, ну, огромные ракеты. Ну, потому что это был бы финиш для всей цивилизации. Но тактический ядерный удар, я думаю, вполне может быть. Я вам скажу больше, я был уверен в этом, ну, значительно раньше. То есть еще до начала войны я был уверен, что война неизбежна, я был уверен, что в конечном счете закончится это все применением ядерного оружия. Вот сегодня 1 апреля, и нам сегодня не до шуток. И я был уверен в этом, ну просто потому что слишком много факторов совпало. А еще потому, что Владимир Путин не умеет, в принципе, по определению, он не умеет смириться с собственным поражением, тем более, если это поражение связано с позором. Потому что проиграть Украине, проиграть украинским войскам, украинскому народу, для него это был бы невероятный позор на весь мир. Ну, это объективно так. То есть для него в его личном сознании это было бы воспринято именно как позор. Именно как позор. Причем позор не только перед какими-то мировыми лидерами, там, другими народами. Это был бы позор в первую очередь перед собственными гражданами своей страны. А граждане в России не прощают слабости лидеру. Ну так уж сложилось. Граждане в России от власти уважают силу. Ну так вот, не знаю, исторически так сложилось, что ну это просто так есть. И если лидер слаб, лидер может допускать ошибки, но лидер не может быть слабым. Вот. Потому что в этом случае он не вызывает уважения. Вот. И, естественно, это будет позор. И, кроме того, это будет позор еще и в кругах, ну, в кругах власти, олигархата, в военных кругах, в кругах генералитета.
То есть в кругах силовых структур. Куда ни плюнь, везде это будет позор. И он прекрасно это понимает. То есть, кроме того, ну это ну, внутренне так переживается. Ну что, как это вообще? Я не могу? Да вы что? И, следовательно, отступить, ну, я не верю ни на йоту, что он сдаст назад, что будут какие-то соглашения, что он выведет войска, что он это невозможно. Вот я так считаю, что этот человек не способен, просто не способен сдать назад. И, ну, не говоря уже, конечно, о безмерно раздутом самомнении и эго, о некоем мессианстве, вот, веря в свою божественную какую-то миссию, о том, что ему там власть дана свыше, и вот это вот все, естественно, он способен применить ядерное оружие, и вот сейчас как раз для этого создаются условия. Вопрос, будет ли это реализовано, это уже другой вопрос. Вот, потому что все знают, что мифическая красная кнопка автоматически не запускает никаких ядерных ракет, это все делают люди, это все цепочка людей, и будут ли люди выполнять подобные приказы, это тоже вопрос. Хотя, опять же, ну, если посмотреть, что происходит в нашей стране, в Украине, как российские войска действуют здесь, то у меня конкретное убеждение, что приказы начальства, ну, понимаете как? То есть все моральные какие-либо преграды, все страхи, все что бы то ни было, отключается, когда появляется приказ начальства. То есть какие-то люди пишут отказные, тут не хотят идти воевать, им угрожают тюрьмой, расстрелами, но они же это делают исключительно из-за личного страха, потому что они не хотят идти под пули и становиться пушечным мясом. Их, в принципе, можно понять, но к моральным качествам это не имеет никакого отношения. Абсолютно никакого. И это имеет отношение только к страху, к их личному страху и за свою жизнь. Вот. И, соответственно, если люди, генералы, сидят в ядерных убежищах, и они полностью убеждены в собственной как бы защищенности, то никакой проблемы в применении ядерного оружия, я думаю, они не видят. Кроме того, изучая, ну, скажем так, разнообразные источники, которые, я думаю, многие из вас тоже читали, я думаю, вы понимаете, что там сейчас настроения такие, что уже типа терять нечего. Как говорится, гори сарай, гори и хата. То есть отступать некуда, терять нечего, санкции уже ввели, экономики и так торба, уже всем запретили, и так выезды, въезды, у всех позаблокировали счета, поотбирали недвижимость, имущество. Ну, то есть все злые, терять нечего, потому что все уже потеряно как бы. Ну, что у тебя терять, если у тебя все, что у тебя было, уже у тебя отняли. Все, что у тебя осталось на территории России, а если ты не выполняешь приказ, то твое имущество, так как и твоя безопасность на территории России, будет вызывать большие сомнения. И тут будет два варианта. Либо они уже все вместе сплотятся и будут идти до конца, либо они будут пытаться убирать Путина. И я думаю, что ближайший месяц будет крайне интересен. То есть он будет, может быть, крайне кровав. И я прошу прощения за это высказывание, крайне интересен. Я имею в виду, что если будут пытаться сместить Путина, тогда это все будет крайне интересно. Если же начнется ядерная война, здесь уже будет не до интереса. Здесь все будет крайне печально и прискорбно, потому что ведь уже объявили, что в ответ на ядерный удар будет нанесен ответный ядерный удар со стороны стран-союзников, со стороны Великобритании, со стороны США. И можете себе представить, во что это все выльется в конечном счете. Ничего хорошего это не повлечет за собой. В общем, как-то так. Извините, если немного долго, просто решил поделиться своими мыслями в текущей непростой ситуации.